Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, канал об узорах крючком. Теперь уже появились плейлисты с изделиями крючком, поэтому заходите в плейлисты, гуляйте, смотрите, выбирайте узорчики, изделия, вяжите с удовольствием. Привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Планирую сделать двухцветный узор, но вы, как всегда, можете делать из одного цвета, из двух, трех, четырех, как хотите. И ниточки можете брать разные, какие хотите, но я покажу, с чем сегодня буду я работать. Итак, одинаковые ниточки. Новички, знакомьтесь, кто еще не знает. Называются они Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. Смотрите, в моточке получается 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Нам здесь советуют производитель брать крючок от двоечки до четверочки, ну, в зависимости от узора, от плотности вашего вязания. Дальше здесь цвет, смотрите, 452. Ну, в принципе, на камеру передается такой, как он на самом деле есть. Так, здесь получается цвет у нас будет все то же самое. Цвет здесь белый, чисто белый, цвет 55. Ниточки блестящие, видите, такие яркие, нарядные, праздничные. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вы, в свою очередь, берете, подбираете свою пряжу, какая у вас есть. Так? Не обязательно такую же, смотрите, как у меня. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читаете инструкцию и подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества. В принципе, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете уже приступать самостоятельно работать. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. При этом не забывайте смотреть на схемку. Вот мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Вы так незаметно для себя научитесь работать потом с абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это будет 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, ну а вы сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Идет у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее новички. Мы с вами сделаем вспомогательный ряд, потому что новички могут запутаться в воздушных петельках, а мы сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. В столбиках вы не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, это столбик с накидом. Далее накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Ваша задача вот так вот шагать аккуратно, не торопясь, в каждую петельку нырять и провязывать по столбику с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, у меня получается 33 столбика с накидом. Несложно, да? Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Смотрите, первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, так, это имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я провязала. Теперь вы самостоятельно до конца ряда, это несложно, у вас получится, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали столбики с новичками, да? Ничего сложного. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика
провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, делаем накид, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И аж в 4 провязываем столбик с накидом. 1. Сюда же провязываем столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. 4. 5. 6 и 7. У нас с вами получился вот такой вот большой веерочек. 7 столбиков с накидом. Далее, что мы делаем? Мы пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик нырнули и провязали столбик без накида. Вот. Дальше будет повторение. Опять накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули и провязываем столбик с накидом. 1. То есть веерочки будут одинаковые по 7 столбиков с накидом. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. 4. 5. 6 и 7. Еще один веерочек. Так. И опять его присоединяем. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. И в 4 столбик без накида. Все. И вот так вот чередуете, провязываете до конца ряда. Совсем не сложно. У вас получится. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши веерочки практически готовы. И как мы заканчиваем ряд. После последнего столбика в нашем веерочке пропускаем, смотрите, 1, 2, 3 столбика. И здесь у нас будут 3 петельки подъема. Так, предыдущего ряда. В 3-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Но здесь я хочу присоединить новый цвет. Вы можете присоединять, как я, можете не присоединять, на ваше усмотрение. Кто повторяет за мной, смотрите, берем новый цвет, новую ниточку. Вначале мы зафиксируем петельку, как мы фиксируем любое начало нашего вязания. Так? И потом уже только эту петельку протягиваем через 2 петельки на крючке. Оп. То есть получается, ряд наш закончился такой коричневой ниточкой, да, но в процессе вязания появилась уже белая. Дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, каждый столбик нашего веерочка мы будем провязывать рельефным лицевым столбиком с накидом. Как это выглядит? Накид. Вот наш первый столбик. Мы его захватываем сзади наперед. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Так. За счет того, что мы вот так вот его взяли, видите, он такой как бы объемчик приобрел, рельеф. Накид, следующий столбик, точно так же. Сзади наперед взяли, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем, как обычный столбик с накидом, по 2 петельки. Здесь ничего сложного. Все. Идем дальше. Следующий столбик, точно так же. Сзади наперед, вытянули и провязали. Сзади наперед, вытянули, провязали. Все столбики веерочка вот так вот провязали. Когда узорчик немножко подрастет, будет очень красивый эффект за счет вот этих рельефов. Вы увидите. И последний столбик. Вот. Здесь получается у нас рельефные лицевые столбики. Но если перевернем, они называются в данном случае рельефные изнаночные. Видите? Они вот так вот как бы подчеркивают наши столбики вот таким вот образом. То есть такой вот объемчик появляется. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на следующий веерочек. И все точно так же. Опять захватываем первый столбик. Сзади наперед. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Есть. Второй столбик точно так же сзади наперед. Есть. Эти столбики называются рельефные лицевые столбики с накидом. Я уже показывала, как провязываются рельефные изнаночные.
не переживайте, впереди много узоров, мы тоже их еще посмотрим, как они вяжутся. И все, и вот так вот аккуратненько, не пропуская, считайте, у вас по итогу должно быть 7 столбиков. Вы провязываете каждый столбик рельефным лицевым столбиком с накидом. Можете другим цветом, повторюсь, можете тем же самым, каким вы начинали вязание. Все, вот такая красота. Опять 3 воздушные петельки и переключаемся к следующему веерочку. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Так, и в конце ряда, как мы заканчиваем наше вязание. Вот наши рельефные столбики провязали, 1 воздушная петелька. И помните, у нас здесь был столбик без накида в предыдущем ряду. Мы в него нырнули и провязали столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Теперь я вот так вот воздушную петельку делаю и оставляю ниточку. Сама я буду переключаться вот на свою коричневую ниточку. Для того, чтобы ее не отрезать, я буду продолжать. Ну, сейчас вы увидите, как получается. Если вы хотите продолжить узорчик там, где мы закончили, то нужно будет отрезать ниточку. Поняли, да? Итак, смотрите, здесь у нас получается были 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Вот в 3-ю петельку аккуратненько нырнули и переключаемся на коричневую ниточку. Сильно ее не тянем, не зажулькиваем. Вот таким вот образом. Раз, все, мы уже переключились. Угу. Теперь смотрите, что мы делаем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же вернулись, сюда же в эту же петельку и провязали еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Теперь смотрите, вот у нас здесь было 7 столбиков, да, мы должны найти серединку. 1, 2, 3, 4 столбик, да, 1, 2, 3, 4. Вот он, 4 столбик, провязываем столбик без накида. Накид. Дальше вот в эту арочку из 3 воздушных петелек, она по схемке представлена как 4, но я решила сделать 3 воздушные петельки. Мы провязываем опять 7 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, 5, 6 и 7. То есть мы с вами повторили точь-в-точь такой же веерочек, который у нас был в самом первом ряду. Здесь получается половинка веерочка, поняли, да? Все, мы просто сместили в шахматном порядке, вот в эту арочку мы провязали наши столбики. Все, ничего сложного. Опять 4 столбик находим, 1, 2, 3, 4, и в него провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть ваша задача теперь в каждую арочку провязать вот такие вот наши 7 столбиков. В каждую арочку 7 столбиков, понятно? И в конце ряда здесь я вас встречу. Ничего сложного у вас получится. Давайте самостоятельно. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки практически до конца. И закончить мы должны ряд точно так же, как и начали. То есть пол веерочка. Вот, получается. Там, где у нас вот самый последний столбик, беленький, мы в него вот так вот будем провязывать 1, 2, 3 и 4. Оставляю на крючке 2 последние петельки и буду переключаться на беленькую ниточку. Если вы вместе со мной вяжете, то тоже переключайтесь. Ну или добавляйте новый цвет, да? Если вы вяжете одним цветом, ничего делать не нужно. Вы просто продолжаете так вязать. Итак, беленькой ниточкой я провязываю последние 2 петельки. И получается, у меня ряд закончился коричневой ниточкой, но в процессе вязания уже белая. Здорово, здорово. Так, идем дальше. Вначале мы делаем вот так вот 3 петельки подъема, поворот. И теперь наша с вами задача провязать над каждым веерочком тоже рельефные столбики. Но чтобы сохранить рельеф, здесь мы будем провязывать рельефными изнаночными. Сейчас покажу. Итак, накид. Вот получается, у нас здесь 3 столбика. Берем первый столбик. Вот он наш первый столбик. Теперь мы берем его, смотрите, вот таким вот образом, спереди назад. У нас столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. Еще раз спереди назад. Столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязали 2, 2. И третий столбик спереди назад. Точно так же провязали по 2 петельки.
То есть здесь ничего сложного, да, видите, как бы рельеф опять повторяется, вот так он подчеркивается, подчеркивается. Идем дальше. Я здесь буду делать 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и переключаюсь на следующий веерочек. Здесь все опять столбики провязываем рельефными, в данном случае изнаночными, чтобы повторить рельеф. За крючком наш столбик, вытягиваем аккуратно ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Второй столбик точно так же. 2, 2. Когда вы можете провязывать одним цветом, да, то у вас все рельефные столбики будут одинаковые. Они все у вас будут лицевыми. Ну, наверное, лицевые проще вязать, мне кажется, удобнее. Вот. Но в данном случае мы хотим сделать разноцветный. Вот я хочу сделать разноцветный узорчик. И, естественно, хочу сохранить рельефность, поэтому я буду вот так вот манипулировать рельефными столбиками. Один раз они у меня будут лицевыми, один раз они у меня будут изнаночными. Тут ничего сложного. Все. Вот провязали опять наши столбики. Объемчик начинает вырисовываться. Опять 3 воздушные петельки и вот так до конца ряда. Я думаю, что совсем не сложно. Вы справитесь. Давайте. Но в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наш узорчик растет. Вот такая получается красота. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали 3 рельефных изнаночных столбика с накидом. У нас с вами здесь еще были, помните, 3 петельки подъема. Мы в третью петельку аккуратненько ныряем. Обычный столбик провязываем, не рельефный. Все, беленькой ниточкой. Стоп. Видите? Воздушную петельку подтянули ниточку, оставили. Я переключаюсь опять на свою коричневую ниточку, чтобы не отрезать. Я, получается, вот у меня здесь были 3 петельки подъема. Я в третью петельку ввожу крючок, вытягиваю коричневую ниточку. Все, переключилась. Дальше воздушная петелька. И сюда же в верхушку, получается, наша имитация столбика, да, столбик без накида. Теперь, смотрите, делаем накид. Вот наша арочка. И мы в нее начинаем провязывать 7 столбиков с накидом. То есть мы с вами повторяем опять наш ряд коричневый, который у нас идет со столбиками с накидом. В данном случае мы не смещаем в шахматном порядке, а вяжем как самый первый ряд. Поняли, да? Сейчас я вам покажу. Итак, сколько у нас тут получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. Вот, то есть как в самом первом ряду, видите? Вот такие же веерочки. Опять отсчитываем 4 столбик. 1, 2, 3, 4. И в 4 столбик нырнули и провязали столбик без накида. Понятно? Все. То есть сейчас вы провязываете как самый первый ряд. Вот веерочек над веерочком. Все. В арочку столбики, столбик без накида. В арочку столбики с накидом. Здесь столбик без накида. Не сложно? Я думаю, нет. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот узорчик наш опять растет. И смотрите, как мы заканчиваем ряд. После последнего веерочка, вот здесь у нас были 3 столбика, так, и последний самый столбик, верхушечку мы ныряем в 4 и вытягиваем ниточку. Здесь я буду переключаться опять на белый цвет, поэтому 2 последние петельки я буду провязывать белой ниточкой. Если вы делаете как я, повторяйте. Итак, беленькой провязали, все, переключились. То есть ряд закончен коричневой, но в процессе вязания у нас есть белое. И теперь будем повторять все то же самое, что мы с вами провязывали. То есть мы здесь должны будем провязать рельефные лицевые столбики. Итак, с накидом, естественно. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И 1 воздушная петелька будет по узорчику. Итого 4. Поворачиваем наше вязание. В данном случае, чтобы сохранить рельефность, а четко видно, где у нас лицевые рельефные, да, где изнаночные, мы здесь будем провязывать рельефные лицевые столбики. Поняли, да? То есть вот таким вот образом вы опять повторяете второй ряд. Ничего сложного. Поняли принцип узорчика? То есть коричневая ниточка у нас провязывает всегда веерочки, а белая ниточка будет провязывать рельефные столбики. Но в зависимости от ряда рельефные могут быть лицевыми и могут быть изнаночными. Все. А так, если вы будете провязывать одним цветом, так, то получается, сам узорчик состоит из из 2 рядов, как бы, да, раппорт вертикальный. Единственное, что вы будете смещать просто в шахматном порядке. Все. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
И переключаемся на следующий веерочек. Согласитесь, ничего сложного, схемка перед вами. Будет проще, конечно, если будете взять одним цветом, но мне захотелось показать вам вот так вот. Вот. От этой стороны, на самом деле, она такая объемная, интересная, красивая, она будет лицевой. Ну что, давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже понятно, что будет красиво, необычно. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала, получается, несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получилось. Вот такой цветовой гамме. Получается, лицевая, изнаночная сторона четко видно. То есть узорчик не двусторонний, он односторонний. И вот в данном случае это будет лицевой. Как вам? Из моей пряжи тянется вот так вот и вот так вот. Из вашей может тянуться больше, может меньше. Пробуйте, вяжите из одного цвета, из двух, из трех, сколько захотите. Попробуйте, свяжите именно рельефными лицевыми и изнаночными столбиками. Очень будет интересно. Вот такой вот узорчик. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Получается, это моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, да, то есть у вас могут быть цифры совсем другие. У вас может быть летняя пряжа, может быть крючок толще, может быть зимняя пряжа толстая, то есть на ваше усмотрение. У меня в моем случае 33 воздушные петельки, это 15,5 сантиметров. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И с новичками мы провязали 11. Итого у меня здесь получается, ну вот 10 сантиметров точно, вот 10 сантиметров точно, ну так вот с хвостиком там 10 и 2. Вот, в принципе, узорчик небольшой, растет он, конечно, но может быть не сильно быстро, за счет того, что нужно вязать рельефные столбики, но смотрите, какой эффект получается. Не забывайте, что вы узорчик можете поворачивать, это может быть снуд, так, это может быть шарфик. Это может быть кардиган, кофточка, все что угодно, смотря какая пряжа. Если это летняя пряжа, то это может быть топик. Такой вот интересный дырчатый топик. Ну или может быть кардиган в пол летний, тоже возможно. То есть пробуйте любой пряжей, вяжите. И узорчики универсальные получаются на канале. И повторюсь еще раз, много раз говорю, что один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит совсем по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Это помогает в продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.